Почему одни мужчины могут держать темп долго, а у других все заканчивается быстрее, чем успевает закипеть страсть? В этом видео ты узнаешь, откуда берется эта разница и как всего за пару простых привычек вернуть себе уверенность, силу на всю ночь и контроль. А прежде чем начнем, напиши в комментариях, как ты думаешь, что больше влияет на мужскую выносливость — питание или тренировки? Посмотрим, что ты выберешь. Знакомо чувство, когда к концу дня после работы, дел и стресса от тебя остаются лишь воспоминания и горячее желание просто рухнуть на диван. А если намечается долгожданный вечер с любимой, это желание накрывает с головой, смешиваясь с тревогой: «А хватит ли у меня сил? Смогу ли я быть на высоте?» Знай, ты не один с этой скрытой усталостью, которая крадет самые яркие моменты. Сталкиваются практически все мужчины. Современный ритм жизни выжимает все соки, оставляя на интимную близость лишь жалкие крошки. Но что, если я скажу тебе, что эту ситуацию можно переломить? Что можно чувствовать себя бодрым и полным сил не только утром, но и глубоким вечером. И дело тут не в волшебных таблетках, а в осознанном подходе к двум ключевым вещам. Тому, что ты ешь в течение дня, и тому, как ты тренируешь свое тело. Представь себя высокопроизводительным автомобилем. Можно ли участвовать в гонке на пустом баке и на низкокачественном топливе? Конечно, нет. Ты просто не доедешь до финиша. Наше тело — такой же сложный и мощный механизм, и то, как мы заправляем его и обслуживаем, напрямую влияет на его КПД в решающий момент. Что есть целый день, чтобы к ночи быть в форме. Вся магия начинается с завтрака. Пропустил его, и все. Ты уже начал день с энергетического минуса. Идеальный старт — это не бутерброд с колбасой и не сладкие хлопья. Тебе нужны сложные углеводы и белок. Представь себе тарелку овсянки с горстью орехов и ягод или омлет из 2-3 яиц с кусочком цельнозернового хлеба и авокадо. Такая еда даст тебе стабильный, долгоиграющий заряд энергии без резких скачков сахара в крови. Почему это важно? Потому что скачки сахара приводят к таким же резким спадам, когда тебя накрывает волна усталости и апатии уже к полудню. В течение дня забудь о концепции «поел один раз, но до отвала». Твой новый лучший друг — дробное питание. Небольшие, но сбалансированные приемы пищи каждые 3-4 часа. Это постоянно подпитывает твой метаболизм, поддерживает стабильный уровень энергии и не перегружает пищеварительную систему. После огромной порции макарон или жирного бургера вся кровь устремляется к желудку, а ты сам превращаешься в сонную муху. Нам это не нужно. Включай в каждый прием пищи. Белок. Куриная грудка, индейка, рыба, особенно лосось, богатый омега-3, яйца, творог, бобовые. Белок — это строительный материал для мышц и гормонов, в том числе тестостерона, который играет ключевую роль в либидо и выносливости. Сложные углеводы. Гречка, бурый рис, киноа, булгур, овсянка, сладкий картофель. Это наше главное топливо, которое сгорает медленно и обеспечивает тебя силами для работы, тренировок и, конечно, любви. Полезные жиры. Орехи, грецкие, миндаль, авокадо, оливковое масло, жирная рыба. Жиры критически важны для здоровья гормональной системы. Не бойся их, но употребляй в меру. А теперь главный враг твоей ночной выносливости — быстрые углеводы и сахар. Сладости, белый хлеб, газировка, фастфуд. Они дают кратковременный всплеск энергии, за которым следует жесткое падение. Представь, что вечером у тебя свидание, а ты в обед съел пончик и запил колой. К вечеру
ты будешь чувствовать себя разбитым. Стоит ли минутное удовольствие таких жертв? И не забывай про воду. Обезвоживание — тихий вор энергии. Чувство усталости часто маскируется под жажду. Выпивай 1,5–2 литра чистой воды в день. Не чая или кофе, а именно воды. Это улучшит кровообращение, в том числе и в малом тазу, что напрямую влияет на качество эрекции и общую чувствительность. Правильное питание — это фундамент. Оно закладывает базу, на которой ты построишь здание своей невероятной выносливости. Но одного топлива мало. Нужно настроить и двигатель. И вот здесь нам на помощь приходят специальные упражнения. Упражнения, которые превратят тебя в сексуального атлета. Итак, друг, мы с тобой выстроили надежный фундамент из правильного питания. Теперь твое тело получает качественное топливо и работает как часы. Но чтобы по-настоящему покорить любую дистанцию, особенно ночную, одного топлива мало. Нужен тренированный двигатель и умение им виртуозно управлять. Давай забудем о мифах, что для этого нужно часами изнурять себя в зале. Речь идет не о накачке гигантских мышц, а о функциональной силе и выносливости. О силе, которая пригодится тебе не для поднятия штанги, а для того, чтобы уверенно владеть своим телом в самый ответственный момент. Условно, наши тренировки можно разделить на 2 ключевых блока. Блок первый — сердечно-сосудистая выносливость. Твое второе дыхание. Секс — это аэробная нагрузка. По сути, это кардиотренировка в интервальном режиме. Периоды активности сменяются короткими периодами относительного отдыха. И если твое сердце и легкие не готовы к таким нагрузкам, ты очень быстро запыхаешься, сердце будет выскакивать из груди, а организм бросит все ресурсы на банальное выживание, а не на удовольствие. Что делать? Тренировать сердечно-сосудистую систему. Интервальный бег или ходьба в гору — это лучший манилитер. Не нужно бежать марафон. Схема проста. 2 минуты бежишь в спокойном темпе, затем 1 минуту на максимальной скорости или интенсивно идешь в гору. Повтори 5-7 циклов. Такие тренировки учат твое тело быстро восстанавливаться после пиковых нагрузок, что в сексе бесценно. Плавание — идеальный вариант. Оно задействует все группы мышц, великолепно развивает дыхательную систему и снимает нагрузку с суставов. 2-3 заплыва по 20-30 минут в неделю дадут ошеломительный эффект. Прыжки на скакалке. Это не детская забава, а суровое кардио. 10-15 минут в день. Можно интервалами. 2 минуты прыжков, 1 минута отдыха. Укрепят икры, сердце и сделают тебя намного выносливее. Достаточно 2-3 кардиотренировок в неделю, чтобы ты почувствовал радикальную разницу. Ты перестанешь задыхаться, поднимаясь по лестнице, а ночью сохранишь ровное и спокойное дыхание, что напрямую влияет на контроль над эякуляцией. Блок Творо. Мышцы кора и тазового дна — твой секретный инструмент контроля. А теперь самое главное, о чем многие даже не догадываются. Есть в твоем теле группа мышц, которую можно смело назвать эпицентром мужской силы. Это мышцы тазового дна, или, как их еще называют, ЛК-мышцы, лобково-копчиковые. Представь, что ты хочешь в туалете по-маленькому и усилием воли прерываешь струю. Вот это именно они. Зачем их качать? Ответ феноменален. Контроль над эякуляцией. Сильные и тренированные мышцы тазового дна позволяют тебе осознанно управлять моментом кульминации, отдаляя его настолько, насколько ты сам захочешь. Мощная и стабильная эрекция. Эти мышцы отвечают за приток и удержание крови в пещеристых телах полового члена. Чем они сильнее, тем тверже и дольше твоя эрекция.
Яркие оргазмы. Осознанное управление этими мышцами делает твои оргазмы более интенсивными и продолжительными. Базовое упражнение. Кегели для мужчин. Найди мышцы. Снова вспомни про прерывание струи мочи. Запомни это ощущение сжатия внутри. Важно! Не задерживай дыхание и не сжимай ягодицы или мышцы пресса. Работает только та самая внутренняя мышца. Тренируйся. Сожми эти мышцы на 3-5 секунд. Затем полностью расслабь на те же 3-5 секунд. Повтори 10-15 раз. Это один подход. Регулярность. Делай 3-4 подхода в день. Прелесть в том, что делать это можно где угодно, сидя за компьютером, в машине в пробке, смотря фильм. Никто не заметит. Комплекс для сексуального атлета. Делай 2-3 раза в неделю. Планка. Упражнение номер 1 для кора. Стоишь на локтях и носках. Тело — прямая струна. Начни с 30 секунд. Доведи до 2-3 минут. Это укрепит пресс, спину и все те самые глубокие мышцы, которые стабилизируют твое тело во время секса. Приседания. Король упражнений. Они вызывают мощный выброс тестостерона, укрепляют ноги, ягодицы и как раз те самые мышцы тазового дна. Делай глубокие приседания с прямой спиной. 3 подхода по 15-20 раз. Ягодичный мостик. Ляг на спину, согни ноги в коленях. Поднимай таз как можно выше, напрягая ягодицы в верхней точке. Задержись на 2-3 секунды. 3 подхода по 20 раз. Это напрямую усиливает кровообращение в малом тазу. Подъемы таза в положении столик. Более продвинутая версия. Сядь на пол. Упрись руками сзади, ноги согнуты. Поднимай таз так, чтобы тело стало параллельно полу, как столик. Задержись. Это упражнение фантастически нагружает и кор, и ЛК мышцы. И последний секрет — дыхание. В момент наивысшего возбуждения дыхание сбивается, становится поверхностным. Это сигнал для тела «стресс», время финишировать. Возьми это под контроль. Практикуй глубокое диафрагмальное дыхание. Медленный вдох через нос на 4 счета, живот надувается, и еще более медленный выдох через рот на 6-8 счетов. Такое дыхание успокаивает нервную систему и позволяет сохранять контроль. Итог прост. Объединив правильное топливо в течение дня с этими целевыми упражнениями, ты перестанешь быть пассивным участником процесса. Ты станешь его режиссером. Ты будешь управлять своей энергией, дыханием и телом. Это даст тебе не просто физическую выносливость, а главное — абсолютную уверенность в себе. А уверенность — это самый мощный афродизиак. Действуй.